Итак, ребята, всем привет! Здесь Михаил из проекта CryptoLife. Кто еще не знает о нашем проекте или первый раз видит ролики наши в YouTube, можете переходить по ссылочкам под этим роликом, которые находятся в описании, и посмотреть, чем мы занимаемся. Итак, мы сегодня продолжим с нашими уроками, и мы перейдем на биржу Binance. Значит, то, что мы сегодня будем обсуждать, это в общем лимит ордер, маркет ордер, стоп лимит, что это такое, как этим работать и как это вообще выглядит на бирже Binance. Значит, соответственно, мы должны сначала зарегистрироваться на бирже Binance, да, ссылочкой под роликом в описании. После того, как вы отрегистрировались, зашли под вашим паролем, сделали, конечно, двухфакторную регистрацию, очень важно для вашей же безопасности. Вот, вы переходите на главную страничку, на главной страничке у вас будет вот этот Exchange, вы нажимаете на Basic, и, соответственно, вы сразу переходите на вот эту вот страницу, на биржу, в общем. Соответственно, у вас будут и Basic, и Advanced, да, если мы зайдем на Advanced, просто тут чуть-чуть интерфейс выглядит по-другому. Вот. Ну, как говорится, кому что удобно. Но по сути, они одинаковые. Вот. И будем работать мы на Basic. Значит, что мы здесь видим? Я чуть-чуть так объясню. Значит, у нас, во-первых, с самой левой стороны у нас есть красный стакан и зеленый стакан. Что это красный стакан? Это все ордера, которые выставлены на продажу. Значит, если мы хотим увидеть только ордера на продажу, мы нажимаем вот на эту иконку, и оно нам показывает весь лист ордеров, который на данный момент существует у нас на этой бирже. Соответственно, сейчас мы смотрим на биткоин. Окей. Мы видим, по какой цене выставлен ордер на продажу биткоина, сколько биткоина и стоимость его в долларах. Окей? То есть, если, допустим, у вас тут какой-то 0.002, по какой-то такой или иной причине вы хотите узнать, какая цена у этого 0.002, вы смотрите здесь и увидите, что 10 долларов, 800 долларов, 15 долларов, 15 тысяч долларов и т.д. и т.п. Соответственно, когда мы видим здесь очень большие суммы, мы увидим тоже в долларах очень большие суммы. То же самое мы делаем насчет бидов, насчет закупа. Какие ордера есть для покупки биткоина. Вот. И мы видим здесь все так же, как и в общем и на продаже. То, что мы видим, вот этот номинат, да, вот эта цифра, это текущая на данный момент цена биткоина. В долларах, конечно, соответственно. Вот. И я видел несколько вопросов у нас в группах, и в нашей бесплатной группе, и в группе VIP. Кто хочет узнать, может перейти по ссылочкам под этим роликом, что это такое. И спросили там такой вопрос. Как работать со стаканами? Значит, я вам сейчас скажу, как работать со стаканами в общем, да, то есть как есть определенные люди, допустим, я один из них, как я предпочитаю работать со стаканами, как на них смотреть точнее. Значит, я в основном работаю со стаканами по одной причине, то есть когда я начинаю торговать. Для меня, как по мне, когда идет очень большая активность в стакане, в каком-то, неважно, что я делаю, скальпинг, шортинг, неважно что, я вхожу в рынок, когда идет хорошая активность. Но опять же, это только я. Соответственно, есть еще много разных тактик, есть разные подходы, которые вы можете использовать. То есть для какой-то активной торговли можно использовать стаканы, чтобы понять, входить в рынок, не входить в рынок, есть хорошая активность, нету хорошей активности и т.д. и т.п. Вот. Для этого я использую стаканы в этом случае. Значит, перейдем к тем ордерам, которые мы можем выставить. Значит, возьмем мы, например, биток.
У нас сейчас тут на балансе $226. И мы, допустим, хотим купить биток за низкую цену. Ну, можно сказать, пошортить, да. Допустим, мы сейчас продали биток, мы думаем, и мы понимаем, мы знаем, неважно, каждый сделал там свой анализ, хочет купить его на более низкой цене. Значит, что мы делаем? Соответственно, limit order это заказ, да, лимит это ограничение, то есть это ограниченный заказ. Чем он ограниченный? Той цифрой, которую вы ведете в прайс. Вот. Допустим, я считаю, что он опустится до 7900. И соответственно, когда я его продал за 8500 или там за 8400, неважно. Вот, если я его закуплю на более низкой цене, я куплю больше биткоина. Это и называется шортинг. Когда я продаю его по определенной цене и выхожу в фиат, допустим, и потом закупаю его этим же фиатом за более низкую цену, я увеличиваю количество своих монет. Значит, я хочу сейчас купить его за 7900. Вот. Сколько я хочу использовать моих долларов, допустим, 100% на $226, 0.664, я куплю 0.028616 биткоина. И мы нажимаем Buy Bitcoin. И что мы видим в ордерах? Мы видим, что выставился ордер в это время, в этот час. Вот наша пара биткоин к USDT. Какой это ордер? Лимит ордер. Что мы хотим купить? Соответственно, биткоин по цене 7900. Количество, этот процент, это сколько из вашего ордера пополнилось. То есть это не то, что вы покупаете у одного какого-то человека. Вы покупаете из всех ордеров на продажу, которые будут выставлены. Соответственно, у вас этот процент будет пополняться из разных ордеров продаж, может быть из одного. Но, соответственно, по этой цене 7900. И когда он заполнится на 100%, вы закупите биткоин по этой цене. Соответственно, это будет выражаться где? Правильно, здесь, на биткоин баланс. У вас тут будет 0.028. Окей? Теперь, если вы хотите продать что-то с лимит ордер, мы делаем следующую вещь. То же самое здесь. Допустим, у меня в наличии есть Ripple. Да, мы посмотрим, где у нас там Ripple. Как я выставлю Ripple на продажу? Я, допустим, купил Ripple. Вот как мы работаем по сигналам, да? По сигналу дается: купи Ripple по такой-то, такой-то цене, продай по такой-то, такой-то. Допустим, я считаю, что Ripple у нас вырастет до 8000 сатоши. Значит, допустим, я Ripple купил по 7343. Да, он выставил тут ближайшую цену, которую он видел, когда мы вошли в лимит ордер. Вот, он дойдет до 8000. Я хочу продать все мои Ripple. Соответственно, я заработаю, конечно, да. Вот. И выставляю, значит, Ripple на продажу. Sell Ripple. Что я здесь увижу? Я увижу такой же ордер, но то, что изменится, я продаю Ripple BTC к биткоину по цене 8000. Я продам 269 и получу 0.02152 биткоина. Окей? Это то, что у нас, как выставляется, лимит ордер. Вот. Дальше. Мы отменим их. Вы можете, конечно, отменять все ваши ордера, если что. И идем дальше. Значит, лимит ордер, соответственно, это мы ставим какую-то границу на закуп или на продажу. Соответственно, если мы хотим купить, мы ставим или низкую цену, по которой мы хотели бы купить, или мы просто смотрим здесь на график, да, видим текущую цену.
и ставим на закуп. Теперь одна маленькая подсказка, чтобы если купить быстро, но, как говорится, не очень дорого. Вот все ваши ордера на продажу. Вы хотите купить, как говорится, очень-очень дешево. Мы выставляем все ордера на продажу и выбираем одни из самых низких. Окей? Потому что эти ордера еще, как говорится, не выполнены. Вот. Чтобы оно, как говорится, и не заплатить больше, но и чтобы не упустить момент. Мы можем выбрать самый низкий, конечно, но он очень быстро может уйти. Или мы можем выбрать какой-то на 10 или на 11 месте снизу. Значит, допустим, 7.1, 7.4.03 мы выбрали. Вот. Как вы нажимаете, оно сразу у вас высвечивается здесь. И вы можете, соответственно, сразу покупать. То же самое на продажу. На продаже, соответственно, вы хотите продать чем дороже. И, значит, если в красном стакане мы смотрели вниз, теперь мы в зеленом стакане будем смотреть вверх. И, допустим, мы хотим продать это более-менее по высокой цене, тоже выбираем один из 10 первых номеров сверху. Вот, выставляем и, конечно, ставим сразу 100%, 75%, сколько вы хотите, и нажимаем Sell. Вот так вот можно работать еще со стаканами. Это второе, то, что я хотел вам рассказать. Значит, Market Order. Market Order вы покупаете или продаете по цене, по текущей цене этой монеты. Текущая цена, где мы видим, вот здесь, как я и говорил. То есть вы здесь ничего не можете менять, вы можете только вставить, какое количество монет вы хотите вложить, продать, купить, неважно. Но по цене биржи. Соответственно, если цена биржи быстро вырастет или быстро упадет, вы не сможете купить или продать, потому что цена выросла. Вот. Это, как говорится, чтобы быстро работать, не запудривать себе мозги. Вот цена, я по ней купил. Давайте скажем, скорее всего, оно сработает. И дойдем до стоп-лимита. Значит, что это стоп-лимит или стоп-лосс? Значит, я вам объясню, во-первых, в чем разница между стоп-лимит и стоп-лосс. Потому что это все время, вот этот вопрос у меня был. И пока я понял, взяло время. Стоп-лимит это стоп, остановиться. Лимит это относится к лимит-ордер. То есть я останавливаюсь и выкладываю лимит-ордер. Стоп-лосс, лосс это потеря, по сути, да, к этому относится как остановка потери. Но это, в общем, продать по текущей цене. Окей? То есть, чтобы не было никакого разъема между стопом и лимит-ордером. Когда нету, я вам сейчас объясню, что это стоп, что это лимит-ордер, вот именно здесь. Стоп-лосс, по сути, имеет в виду, что вы по той цене, по которой вы хотели, чтобы цена остановилась в вашем плане, и чтобы выставился ордер на лимит-ордер, они одинаковые, в общем. Сейчас я вам объясню. Значит так, у нас тут есть стоп. Что это стоп? Мы, допустим, хотим, чтобы Ripple продался, и чтобы мы не потеряли в цене, хотя мы на наши сигналы не ставим стоп-лоссы. Можете к нам зайти и узнать почему. Мы хотим, что если Ripple дойдет до 6000 сатоши, да? Если он дошел до 6000 сатоши, извиняюсь, 0.000, давайте так сделаем, 0.0006 тысяч. Если он дойдет до 0.0666 тысяч, то выставится ордер по 5500. Сколько? 100. То есть, когда цена пойдет вниз, и она дойдет до 6000 BTC сатоши, выложится
ордер на продажу Ripple по 5500. И, соответственно, все наши Ripple продадутся по 5500. Значит, почему есть вот этот разъем? Потому что люди работают по-разному. Допустим, я сделал какой-то анализ, и я считаю, что если Ripple упадет ниже 5500 сатоши, он совершенно упадет еще больше вниз. Но, если он не дойдет до 5500, допустим, он будет 5700 или 5800, он пойдет вверх. Ну, я сделал свои линии поддержки, линии сопротивления, соответственно, все рассчитал. Поэтому я даю себе вот этот шанс, дать ему вырасти обратно. Ну, это какие-то мои личные выборы. Но вот в чем суть. Если мы говорим, мы ставим стоп-лосс, ну, это так все любят это описывать, мы делаем следующую вещь. Вот это стоп-лосс. Он продается сразу по той цене, по которой мы хотим. Дошел до 6000 сатоши, продался, выставился ордер на 6000 сатоши. Значит, зачем вообще у нас стоп-лимит и стоп-ордер? Вот я вам продемонстрирую, что у нас будет. Если последняя цена идет ниже 6000, ордер на продажу 269 риплов по цене 5500 будет выложено. И что мы увидим? Мы увидим следующее. Ордер стоп-лимит и продажа по 5500. Когда будет триггер этого ордера на 6000 сатоши. Вот это стоп-лосс. То есть, чтобы, как говорится, не потерять. Вот, ребята. Так что вот это и есть стоп-лосс, стоп-лимит. Называйте как хотите. Мы не выкладываем на наши сигналы стоп-лимит. Если вы хотите узнать почему, переходите по ссылкам под описанием этого ролика. Всем удачи, хорошего дня. Любые вопросы, любые сомнения, если вы хотите еще узнать что-то про биржу Binance, как с ней работать, мы, соответственно, будем скоро выкладывать другие ролики. Будем обучать и показывать, как делать, как рисовать линии поддержки, линии сопротивления. Пока что можете переходить по ссылочкам на наш канал, смотреть наши другие ролики. Большое спасибо, хорошего вечера, хорошего дня, доброй ночи, доброе утро, кто где. До свидания.